Всех вас, ребята, приветствую снова на канале Великий Манипулятор. Сегодня решил вам записать видео, потому что сегодня последний день лета. К сожалению, лето уже уходит и наступает осень, зима и весна. Это как раз хорошие такие позитивные дни, а также недели и месяцы, чтобы накапливать свою криптовалюту. Сегодня, ребята, мы как обычно разберем биткоин и несколько альткоинов, а в частности Эфир Classic, Polygon Matic, а также Скамину Chia. Рассмотрим одну небольшую новость, но перед этим, ребята, я вас прошу подписаться на мой канал, потому что у меня был недавно спор со своей девушкой, что до конца этого года у меня будет здесь 1000 подписчиков. Поэтому, ребята, потому что 70% просмотров идет от тех пользователей, которые не подписались, поэтому не ленитесь, нажмите подписку и подпишитесь на мой канал. И давайте набьем эту 1000 раньше, чем наступит следующий 2023 год. Для начала, ребята, посмотрим на индекс страха и жадности, что у нас там сегодня есть. Итак, мы снова идем в чрезвычайный страх, потому что биткоин ведет себя не очень хорошо. Снова мы входим в этот чрезвычайный страх. И как видим, мы здесь находимся все чаще и чаще. Снова туда спускаемся. Но в этом ничего плохого нету, потому что когда есть чрезвычайный страх, значит, что это нужно? Все правильно, нужно покупать наши криптоактивы. Для начала посмотрим на биткоин. Что у нас здесь по биткоину, ребята? Флетимся мы снова в вот таком небольшом диапазоне. Хотел обратить ваше внимание на одну вещь, потому что уже вот этот флет, который здесь есть, он уже надоел. Давайте посмотрим, когда мы в прошлом медвежьем рынке находились вот в таком небольшом диапазоне. Смотрите, вот в таком накоплении мы находились, и потом только из него мы вышли и пошли в рост, и уже выше находились в таком накоплении. Итак, давайте посмотрим по временным рамкам. Вот здесь мы опустились и здесь находились. Итак, здесь мы находились, ребята, с вами 130 дней. Это есть 4 месяца и 10 дней, ребята. Сколько мы сейчас находимся в таком диапазоне, давайте также посмотрим. Итак, вот здесь мы провалились примерно, и сегодня мы вот здесь находимся. 80 дней. Это почти 3 месяца, ребята. Поэтому 3 месяца и 4 месяца — это существенная разница, ребята, так что нет ничего удивительного, что мы еще здесь находимся. Конечно, хотелось уже пойти в рост, но, к сожалению, как вы знаете, инвесторов очень много пришло, очень много есть больших игроков, и они хотят набрать свои позиции. А поскольку биткоина на рынках очень мало, поэтому нужно нам более продолжительное время, чтобы находиться вот в таком диапазоне, ребята. Поэтому в этом нет ничего страшного, что мы здесь находимся. Самое главное, чтобы мы не переписали вот этот лой, а просто чем дольше мы в этом диапазоне с вами бы флетились, ребята, тем лучше для биткоина. Здесь бы мы сделали огромную вот такую плиту из покупок и продаж, ребята, которые бы мы при выходе на 28 тысяч уже не пробили ее, смогли отбиться и дальше пойти в рост. Поэтому то, что мы здесь находимся, это наоборот огромный позитив. Поэтому, ребята, есть возможность еще раз делать свои накопления, но, естественно, держите определенную часть своих стейблкоинов, чтобы закупиться на случай, если мы все-таки провалимся ниже на 16 тысяч долларов. Это исключать нельзя, потому что вероятность такая есть, хоть и небольшая, но она есть, потому что все новости только и кричат 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Блогеры некоторые кричат также 10 тысяч долларов, но 10 тысяч долларов пока и не пахнет. Слушайте меньше всего тех, которые прогнозируют, что будет завтра, потому что завтра мы не знаем, что произойдет. Мы сейчас находимся вот в таком небольшом диапазоне. Не знаю почему, но мы не пришли к уровню 19300, к примеру. То есть здесь находится вот такая небольшая плита. Если мы повнимательно рассмотрим ее, вот здесь. Вот так находится здесь плита, ребята. Мы к нее не дошли и от нее не отбились, а почему-то начали здесь флетиться. Что будет в ближайшем будущем, ребята, пока неизвестно. Никаких новостей нету, никаких позитивов по биткоину, ребята, нету, но очень много негативных новостей. То с Аваксом, то с Соланой, то еще с чем-то, то с Тезером, то туда, то сюда, ребята. Ну просто башка болит. И вот я вам говорю честно, если бы я в рынок зашел где-то в этом диапазоне, ребята, я бы, наверное, бы уже все бы продал бы, даже бы и не усреднялся, к примеру, ни здесь, и уже бы ушел бы с криптовалютного рынка, потому что действительно читаешь новости, просто становится, ребята, реально страшно. Но поскольку мы с вами инвесторы и знаем, как правильно инвестировать примерно свои стейблкоины, свои деньги в криптовалюты, понимаем, что это высокорисковый актив и можно лишиться всех своих денег, поэтому страх — это наоборот хорошо для покупок.
Поэтому биткоин пока находится в данном накоплении. В ближайшее время мы посмотрим, что с ним происходит, потому что отсюда прогнозировать что-то очень сложно. Пока нету ничего ни позитивного, ничего ни негативного, чтобы куда-то именно биткоин произошел. Но S&P 500, ребята, сегодня также падает, а биткоин, как вы видите, он вырос. Поэтому у нас идет с S&P 500 раскорреляция, ребята. Так, поехали дальше. Так, давайте для начала посмотрим на эфир Classic с вами. Что с ним происходит и где он находится. Итак, эфир Classic, как мы видим, ребята, очень классно отбился от уровня $30 40 центов. 2 раза его кольнул и от него немножко отбивается. Я думаю, ребята, что все-таки Ethereum Classic ждет очень и очень позитивный сценарий на криптовалютном рынке, потому что, как вы знаете, эфир переходит на Proof of Stake, поэтому все-таки майнить, скорее всего, данный эфир Classic будут очень многие майнеры, поэтому сеть будет увеличиваться, и это будет позитивно отражаться на эфире Classic, ребята. Очень хорошо он сделал выход, молниеносно дал очень много процентов. Давайте посмотрим. От лоя до хая 260%, ребята, это довольно очень мощно по сравнению с другими альткоинами. Как видим, он зашел вот такое снова накопление. Здесь было раньше накопление именно перед глобальным следующим взрывом ростом. Здесь было небольшое накопление, здесь и здесь снова мы находимся в данном накоплении. Что здесь еще интересно по эфиру Classic? Смотрите, ребята, вот здесь он хорошо именно отбился от данного уровня $45 примерно. Вот здесь отбился и вот здесь отбился. То есть что мы можем сказать, ребята? Это очень важный был уровень. Как мы видим, здесь он был поддержкой, также здесь он был поддержкой и здесь был поддержкой. Здесь, как мы видим, он оказался сопротивлением. И сейчас мы находимся под очень важным уровнем. Это район $38, ребята. Мы вот здесь его уже пробивали. Также под ним очень долгое время танцевали. Здесь мы его кольнули. Как мы видим, вот здесь, когда он снижался, он очень долго здесь находился над этим уровнем, ребята. Если по истории так посмотрим, то он также здесь от этого уровня отбивался. Поэтому сейчас, ребята, нам очень важно, чтобы все-таки биткоин показал какой-то позитивный импульс. Поэтому ждем от биткоина хороших новостей, чтобы мы показали очень хороший, ребята, с вами рост и пробили данный уровень, ребята, и полетели вверх. Давайте посмотрим, сколько в прошлом бычьем рынке он дал, ребята, нам иксов, сколько процентов, чтобы мы примерно понимали. Итак, давайте приблизим. Итак, посмотрим. Так, допустим, от данного лоя здесь и до хая. Итак, эфир Classic дал 5500%. Ребята, делаю на скидку. Пусть 500% он не додаст, на 5000% я согласен, ребята, согласен от данного уровня, чтобы мы полетели. Пусть будет так, я согласен. Очень хорошо себя показал, то есть и шло такое очень плавное снижение у данного актива, только здесь очень резко мы ушли вниз, но, ребята, и так же самое резко мы вышли, потому что пошли позитивные новости на эфире. Поэтому я думаю, что в сентябре, если биткоин сильно не просядет и у эфира все получится, и он перейдет на Proof of Stake, и все будет у него гладко, то я думаю, что мы вылетим и пролетим вот эти несколько уровней очень легко, ребята, и полетим немножко выше. То есть мы даже можем зайти вот в данный вот такой диапазончик. То есть, думаю, сможем зайти вот в данный диапазон и уже здесь флетиться перед основным бурным бычьим рынке, ребята. Это мое предположение. Посмотрим, как оно будет там в дальнейшем. Так, следующий у нас актив. Это будет у нас Polygon Matic. Давно я на него не заходил. Давайте вместе посмотрим. Так, Polygon. Ух ты, ребята. Очень хороший у него график. Очень отличный. Давно действительно на этом графике не был. Давайте посмотрим. Да, еще когда рисовал вот этот небольшой восходящий коридор, ребята, это уже было давно. Потому что если я его здесь рисовал, это где-то в районе 28 июля. То есть где-то месяц назад. Уже вышел он даже с этого восходящего коридора, ребята, и прошел вниз. Давайте его удалим, потому что он уже недействительный. Итак, что мы здесь видим? Самое интересное, ребята, здесь у него есть вот трендовая, как мы видим, да? Что произошло под этой трендовой, ребята, либо над этой трендовой. Итак, мы видим, что он вот здесь очень хорошо вот так вышел. Здесь он ее раз коснулся, отбился от нее, вышел, ретестнул, дошел до уровня, я так понимаю, уровень в доллар у него, ребята, очень такой серьезный.
От уровня отбился, практически провалился, но вышел под контртрендовость. Снова ее протестировал, ребята, и снова мы от нее очень хорошо отбиваемся. Очень также хорошо себя Matic показал на этом медвежьем рынке. Также мы видим, что он дал очень хорошие иксы уже даже на медвежьем рынке, также 200%, как и эфир Classic. Данные активы, ребята, очень себя хорошо показывают. Что мы видим здесь по истории? По истории мы видим, что здесь также данный уровень был как поддержкой, также здесь был поддержкой и здесь был поддержкой, ребята. Очень серьезный уровень. Я думаю, что при следующем подходе к уровню $1 мы его должны пробить, потому что мы здесь видим, что он уже раз его коснулся, второй раз его коснулся, практически закрепился над ним. С третьей попытки, я думаю, все у него будет хорошо, он выйдет и полетит дальше. Поэтому, ребята, у кого есть полигон Matic, я за этого человека очень рад, что если бы хотя бы он его даже набирал здесь на уровне 60 центов, это очень хорошая цена, и вы, ребята, уже получаете довольно хорошую прибыль. Я, к сожалению, упустил свой шанс для накопления именно полигона Matic, ребята. Я на него очень давно присматривался, но почему-то не соизволил, ребята, его набрать в свой криптопортфель, хотя очень-очень хотел. Сейчас, естественно, цена уже очень высока. Да, если он, естественно, еще раз провалится хотя бы на 50%, ребята, на уровень 40 с чем-то долларов, я его буду подбирать. Если же он с этих позиций будет понемногу уходить вверх, ребята, трогать я его не буду. Да, он может дать огромные иксы, но у меня портфель уже довольно хорошо затаренный, поэтому его я наберу только в случае, если он действительно просядет на 50%. На 50% это нужно, чтобы биткоин ушел хотя бы там на 16, на 15, а то и на 14 тысяч долларов. Актив очень перспективный и даст довольно существенные иксы в будущем. И на закуску, ребята, давайте посмотрим скамину Chia, что у нас с ней происходит, ребята. Итак. Ой, господи, Chia, что ты здесь у нас творишь, ребята? Очень и очень все плохо. Как мы здесь видим, ребята, объемы у нее здесь все постоянно падают, ребята. Вот так идут в нисходящем таком тренде, даже если можем взять вот так. Объемы упали, находились в вот таком огромном и хорошем флете продолжительное время. Вот здесь мы находились. То есть сколько по времени здесь было, сколько здесь мы были. Итак. Мы были, ребята, 2 месяца вот в таком флете, ребята. И все-таки мы его пробили, данный уровень, в районе $38 и пошли вниз. Куда мы можем, ребята, еще упасть? Как мы видим, даже на реакцию биткоина, что он понемногу отрастает, Chia все-таки с камина, самая натуральная, идет вниз. Итак, следующий диапазон у нас в районе где-то $35. То есть сюда, если мы придем и его пробьем, ребята, будет... Ой, все пропало. Не буду я усреднять Chia, как я говорил ранее. Она в моем портфеле именно высокорисковых активов. Поэтому ничего я с ней не буду делать, потому что я не знаю. Либо она все-таки пойдет вверх и даст огромные иксы, либо, ребята, она уйдет вот сюда вниз и будет продолжительное время, несколько лет, ребята, флетиться. Не знаю, кто помнит мои первые видео о Chia, кто смотрел, я предполагал, что она все-таки вот здесь остановится, начнет флетиться. То есть я хотел после вот такого флета ее подобрать и потом ее понести вверх, ребята. Но что она сделала? Я набирал свой рисковый криптопортфель 20 июня, ребята. Это вот в данном диапазоне, где здесь свеча была. То есть Chia не показала вот такую остановку, а сразу развернулась и улетела, поэтому я не успел ее здесь подкупить, весь свой криптопортфель, потому что свои два криптопортфеля, то есть спекулятивный и высокорисковый. Высокорисковый, ребята, я набирал 20 июня, спекулятивный 22 июня, ребята. То есть в этих диапазонах. То есть в любом случае я бы с Chia промахнулся. Но как один великий криптоблогер говорил, что Chia никогда не будет даже ниже $70. Это в данной отметке, ребята. Вы все его, ребята, прекрасно знаете, кто это за блогер. Я его называю Плакса, либо Плакси. Вот вы видите именно эту фотографию из данного фильма. Кто хочет, можете этот фильм посмотреть. Это фильм 1990 года выпуска. Он всегда плакал, но чтобы в будущем больше, ребята, не плакать, выбил вот себе вот такую татуировку
под глазом. Поэтому данного криптоблогера я называю Плаксием, либо Плакса, ребята. У него так и канал практически называется. Все вы поняли, о ком я говорю. Но даже $70, чья еще просила, ребята, на 64%. Поэтому АЧС Камины на данный момент я ничего не ожидаю. В ближайшем будущем я от нее роста не ожидаю. Кто, ребята, хочет ее иметь в долгосрок, ребята, обратите внимание на данный уровень. Уровень в районе 35 где-то долларов, ребята. Если она его пробьет, можете подобрать ее намного ниже, потому что здесь сплошная пустота, ничего абсолютно нету. Поэтому смотрите, присматривайтесь, кому нужна вот такая монета с камином, набирайте свой, ребята, криптопортфель. И на закуску, ребята, одна из новостей. Один из стратегов JP Morgan посоветовал инвесторам продавать свою криптовалюту и покупать акции, ребята. Покупайте свои акции. Все покупайте акции, ребята. И что он здесь предлагает? Дэвид Келли дал несколько советов тем, кто обеспокоен агрессивным поведением ФРС и продолжающимся кризисом на криптовалютных рынках. По его словам, сейчас инвесторам следует сосредоточиться на обороне и оценке своих действий, а не на краткосрочных вложениях. Бизнесмен предлагает инвестировать в акции, долгосрочные облигации и их альтернативы, которые будут приносить пусть и небольшой, но доход, ребята. Поэтому продавайте свои криптоактивы и покупайте акции. Я же, ребята, могу вот купить Луну Си, которая с камина, и за день получить 10% себе прибыли, ребята. А все остальные пусть покупают акции, и когда они дадут хотя бы 1,5% прибыли, ребята, можно посидеть, потому что перед этим мы можем еще несколько лет посидеть в большой просадке, и только тогда заработать свои проценты, ребята. Поэтому слушайте вот таких побольше людей, стратегов именно, и делайте все наоборот, потому что если они говорят продавать криптовалюту, то сами они ее как раз и набирают. На этой интересной и прекрасной ноте, ребята, я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, у вас лето прошло очень хорошо и очень благополучно. Очень хорошо вы набрались сил. Поэтому давайте, ребята, у нас сейчас как раз очень хорошая возможность набирать снова свои криптопортфели, криптоактивы и потом их, ребята, реализовывать. Еще раз вам хочу напомнить, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, а также комментировать. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем до встречи и всем пока!